По поводу власти, сейчас вам отвечу. У нас на встрече сейчас присутствует депутат Тульской областной думы Алексей Лебедев. Алексей Лебедев, единственный из 36 депутатов, высказал свое негативное «нет» по поводу введения этой мусорной реформы. Он единственный проголосовал против нее. Также он выступал против пенсионной реформы. Давайте в эту приветствие Алексей сейчас расскажет свое видение по этой ситуации. Возраста. После этого мы вместе со Светланой создали инициативную группу в Тульской области по проведению референдума. Необходимо было, чтобы в половине регионов в стране были созданы инициативные группы и провести референдум. Света активно занималась подготовкой этой инициативной группы. Надо сказать ей за это большое спасибо. Она не побоялась, не испугалась. В отместку за это ее сняли с выборов. Она до этого была депутатом Киреевского городского собрания и баллотировалась дальше на следующий срок. Ее сняли с выборов в отместку, но она продолжает дальше бороться. Теперь уже и с мусорной реформой. Действительно, это новый побор, новый налог, потому что не спросили людей. Взяли и с 1 января опустили в почтовые ящики квитанции с огромными суммами. Люди приходят на встречи, на митинги, они проходят везде и по всей стране, и в нашей Тульской области. С одним требованием – снизить высокий тариф. Снизить высокий тариф, который получился в Тульской области. А у нас в Тульской области он сверхвысокий вышел. Эта сумма в платежке, она формируется из двух показателей. Первый – это норма накопления твердых коммунальных отходов. Сколько мы с вами накопим в течение года. И второй показатель – это, собственно, сам тариф. И другое устанавливается региональным правительством. И то, и другое региональное правительство установило. И какой будет тариф в Тульской области, и какая будет норма накопления. Посмотрели мы эти цифры. И получилось, что у нас и норма накопления выше, чем в других регионах. И, собственно, сам тариф тоже выше. Берем за пример Орел. 2 кубометра на человека, а у нас 2,3. Спрашиваем, а почему? Такие же люди, такая же область абсолютно. Почему жители Тульской области больше должны мусор накапливать? Смотрим дальше тариф, то же самое. В Орле 78 получается, житель платит. А у нас от 120 до 160 рублей. Вот здесь Киреевский Хартия обслуживает. Есть районы, где обслуживают МСК-НТ, там еще выше, по 160 рублей. В Суворове проводили большую встречу. Женщина принесла платежку 1800 рублей за вывоз мусора. Да, многодетная семья, дети прописаны. Ну 1800 рублей. Это что, вторая коммуналка? А говорит, у меня 15 тысяч зарплаты, мне нечем платить за вот это. Кому хоть я должна это платить? Получается, это просто налог, мусорный налог. По-другому это расценить нельзя. Посмотрели, что в тарифах. Действительно, вложили туда приобретение техники, сейфы, мебель, обучение персонала, приобретение новых контейнеров. Как будто в старые контейнеры мусор нельзя собирать. Приобретение вот этих КАМАЗов новых, лизинг, проценты по лизингу. Все там предусмотрено в этих тарифах. Плюс вложили туда для вот МСК-НТ иномарки, 14 иномарок, 2 представительского класса Тойоты и 14 Рено Дастеров. Спрашиваются, они что будут? Они отвечают, говорят, что будут. Зачитаем сейчас. Они говорят, на Московске собрали людей и говорят, люди пытаются, зачем туда иномарку
потом помойку будем объезжать на Тойотах. Вы представляете, насколько они оторвались от реальности? Дайте такой микрофон, плохо работает. И люди спрашивают у представителя регионального оператора: снижайте. Он говорит: ну ладно, одну машину я вычеркну из тарифа. Бросил людям. Знаете, как разбойники, вот когда грабят людей, до нитки обдирают, а потом трусы обратно возвращают. Вот так же и здесь. Люди захудели на московских, говорят: вы что, издеваетесь? Он говорит: ах, вы не хотите? Да останутся все машины в тарифе. Вот так они с людьми. Но где уже заметили, митинги, которые проводим, заметили, митинги на пустом месте не бывают. Идет возмущение по территории всей области. Вашу другую колонку поставьте. Слышно меня так? Нет? Пока наладить давай колонку, я буду. Да, конечно. Давай, сейчас. Везде идут митинги, в территории всей Тульской области. Сначала давали нам ДК, они не хотели, вот, чтобы люди ходили вот так. ДК давали, но ДК стали полные собираться. Суворов. 700 человек. Но у Москов собралось 1000 человек, там маленький дали зальчик, люди стояли в коридоре, на улицах, в проходах. Узловая, ДК на ремонте, пришлось им дать улицу. 1000 человек вышло. Белев, вот Арсению сегодня 250 человек митинг прошел, в маленьком поселке, где 5000 проживает. Киреевске поиздевались над людьми. Мы заявляли более удобное время, чтобы вот утром людям было удобнее, вот в 11-12. И заявили на весь день. Взяли с 15 до 16, 1 час бросили людям. Митингуйте. Устроили праздник на площади, расклеили фальшивые объявления с моей встречи. Якобы я сейчас не здесь, а на площади встречу с жителями провожу. И вот такое ведет по всей области. Боятся, испугались митингов. Но абсолютно правильно мы с вами делаем. Мы уже заставили их шевелиться. Уже федеральное правительство, докладываю вам, обратилось в Государственную Думу о том, что хоть как-то снизить. И придумали снизить на 22%. Но за счет чего? За счет льготы по НДС 20% для региональных операторов и 2% экологический сбор. И вот 22% они уже дали задний ход. Но мы требуем, чтобы кардинально были тарифы снижены. Потому что они просто гигантские. И 22% это очень и очень мало. Но тем не менее, уже мы эту ситуацию сдвинули с мертвой точки. Уже с 1 марта региональные операторы говорят: будем начислять только в одном месте, там, где фактически человек проживает. А раньше они, везде людям приходило, дом в деревне у человека, туда платежку выставили. Он там не живет, человек, им не мусорит, ему платежку. А живет он там, где прописан, и там вторую платежку. Но вот сейчас они с 1 марта будут от этого отказываться. Тоже продвинули. Далее, докладываю. Обратился в Тульский областной суд, подал иск на комитет по тарифам Тульской области, правительства Тульской области. 21 февраля вместе с нашим партийным юристом, вместе Светлана тоже была, ходили вместе группа людей, подали иск. Теперь пусть Тульский областной суд рассматривает обоснованность этих высоких тарифов и нормативов. И посмотрим, какой вердикт вынесет областной суд. Правильно? Далее, каждую думу с января начиная, когда вот эти платежки пошли, ставлю вопросы на думе. В январе, 31 января была январская дума областная. В начале думы, во время обсуждения повестки дня, нажимаю кнопку и предлагаю, говорю: давайте вынесем какое-то обращение от областной думы по поводу этих высоких тарифов. Говорю, везде люди становятся. А тогда уже прошли собрания в Новомосковске и в Кимовске, там 600 человек в зале собралось. Говорю, идут, везде люди возмущены, давайте обращение сделаем. Заблокировали, не поставили обращение. Далее, Февральская дума.
опять в начале Думы нажимаю кнопку, говорю, давайте вызовем на час контроля председателя правительства регионального, господина Шерина, единоросса Шерина. Потому что правительство под его руководством ответственно за эти высокие тарифы. Давайте вызовем его. Мы имеем право, говорю, депутаты, произвести контрольные полномочия. И выслушаем, пусть доложит, почему, как такой тариф сформировался. Смотрите, что, говорю, творится по области. Люди выходят, просто так люди не выйдут. Тоже не стали, испугались, видимо. Каждую думу поднимаю этот вопрос. Но зато, главный единорос области, господин Воробьев, он еще и областным газом заведует, пошел на трибуну и стал расхваливаться о том, что вот эти 22%, которые в начале февраля уже приняло федеральное правительство, что будет такое изменение, в Государственную Думу они внесли, уже в начале февраля, сейчас конец февраля, начало марта. И он вышел на трибуну и стал себя бить в грудь кулаком, говорит, как хорошо, вот Единая Россия сейчас собирает подписи за это и борется с этим. Получается, медведи против меда. Сначала их единороссское правительство региональное подняло тарифы, сделало высокий тариф, а теперь они борются, сами единороссы сами с собой борются и пытаются людей оболванить этим. Ну мы что с вами, глупые люди? Нет, конечно, и все прекрасно понимаем. Единственное у нас требование, чтобы тариф был снижен был кардинально. Не только на эти 22%, а снижен кардинально тариф. Не просто сейчас приходится и Света, вот в том числе как организатор митинга, Светлана, и другие активисты, которые борются против этих высоких тарифов. Всех прессуют, приглашают правоохранительные органы, прокуратуры, дают всяческие им предостережения о том, чтобы они там экстремистской деятельностью не занимались. То есть они считают, что наши с вами законные требования, это вроде как экстремистская деятельность какая-то. Вчера у меня в Туле была встреча с жителями Пролетарского района. В ДК подал заявку, как депутат, имею право по закону проводить встречу с избирателями. Подал заявку туда. Согласовали мне все заявку. Была именно встреча, никакого там ни митинга, ничего не было. Встреча. Общались. Давал слово туликам. Они выступали и давали мне наказы. Что вы думали? После этого выхожу, на меня полиция, 5 человек, все в званиях, майор, подполковник, и говорят, мы сейчас вас штрафовать будем. Административный протокол, что вы митинг провели. Вот в понедельник меня ждут в райотделе. Штрафовать будут. До этого в Белеве Михаил Федоров, секретарь областного комитета партии. Он выступает организатором многих митингов. Главный редактор газеты «Тульская правда». Вот. В Белеве провел митинг. Его в райотдел. Бэджик он не повесил там на грудь где-то что-то. И сейчас еще у него 3 административных штрафов. Вот так вот пытаются активистов, которые борются против высоких тарифов, пытаются им мешать этой деятельности. В Суворове активист Риттер Алексей перед митингом Суворовским накануне был избит средь бела дня в городе Суворове своем. Он собирался на митинге выступать. Далее в интернете, в социальных сетях сейчас очень много групп зарегистрировалось. Называется там Донской против мусора, там Киреевск против мусорной реформы, Новомосковск против мусорной реформы и так далее. И люди туда подписываются и получают новости. Потому что по телевизору не скажут вот это о том, что вот мы с вами здесь собрались, и наши требования все. Получается с интернета новости. Что вы думали? Пытаются скупать эти группы, эти паблики. Приглашают администраторов этих групп, кто их ведет. Тоже до всяких разъяснительных бесед. Но, видимо, они не понимают, что мы находимся на своей земле. Мы здесь живем. Я сам живу коренной туляк, живу в Туле, родился и буду дальше жить в Тульской области. У меня дочки подрастают, тоже будут жить в Тульской области. А они приехали сюда, вот я господин Шерин, я на час контроля вызывал. В областной думе приехал с Кемерово сюда. Правительство возглавил, и тарифы нам вкручивают здесь такие. А на деле что получится? Получится очередные помойки, новые помойки. И дальше будет загрязняться Тульская область, в которой я живу.
А у нас онкология. Первое место мы занимаем в мире, в стране. Первое место в стране по онкологии. А по здоровью между двумя африканскими странами находимся. А нам еще дополнительные помойки. Плюс еще московский мусор наверняка будет сюда попадать. Потому что мы видим, как происходит ситуация. Некуда в Москве мусор уже некуда. Я как приехал в Москву пару недель назад, смотрю, мусоровоз идет в Хартии. В сторону Москвы пустой, налегке идет. Что это значит? Значит, приехал сюда, разгрузился и поехал в Москву обратно. Вот Лозновой, говорят, год уже валит на полигон московский мусор. По Дубне жалуются люди, по Суворову. Ну что это такая история-то будет? Мусорная реформа, она не для этого затеивалась. Она затеивалась, чтобы упорядочить сбор мусора, как был раньше в советское время. Люди собирали макулатуру, сдавали, деньги получали, зарабатывали даже на этом. Бутылки там, кефир, молоко ходили, сдавали. Все шло в переработку. Сейчас все это разломали, разрушили и стали собирать с народа деньги за утилизацию этого мусора. А по факту просто тупо валить вот это вот на полигон. Вот под Тулой есть большая свалка, городская известная свалка, она вот 9 этажей. А рядом Мыльная гора, где лежат предки, бессмертный полк, ветераны. У меня дед ветеран Великой Отечественной войны там похоронен. Так вот они между свалкой и Мыльной горой, там есть территория вот. Они решили устроить очередной полигон. Слушайте, ну это просто издевательство над нашими предками. И вот такая ситуация будет, если люди ее не остановят. Но люди не согласились с этими вопиющими фактами. Вышли на улицы, стали организовываться. И эту работу будем только поддерживать. Мы собираем подписи сейчас президенту, губернатору, чтобы они опустили на землю вот это региональное правительство. И чтобы они опомнились и посмотрели, пересчитали тарифы. А тариф пересчитать можно. Можно его уменьшить. В Хакасии взяли, вызвали регионального оператора. Будешь работать, снижай тариф. И он снизил тариф. И люди довольны. А здесь там чиновники вворачивают в голову, что это федеральная норма. И якобы ничего нельзя сделать. Ничего подобного сделать можно. И нужно сделать, нужно снижать эти тарифы. Это безобразие, когда было 70-100 рублей, а сейчас по 700 рублей у людей они платят. Человек там вот, я не знаю, пока только я 250 увидел самое большое. Если есть еще факты, еще больше, подходите, будем прям смотреть, разбираться конкретно по адресам. Вчера в Туле принесли, там карте обслуживает, 120 рублей должно быть на человека. Платежку приносит 3 прописанных, смотрю, своими глазами, смотрю, 3 прописанных, 750 рублей. По 250 получается, 2 раза дороже, чем тариф. Понимаете? Поэтому необходимо бороться. Сбор подписей вот здесь есть, можно поставить. И будем добиваться все вместе. Другой дороги нету. Мы идем по этой дороге, и все, с нее уже не свернем. Вместе с людьми, вместе с нашими жителями Тульской области. Правильно? Спасибо, товарищи. Я здесь никуда не ухожу, если потом какие вопросы переговорим.